цистерны горят, составы идут под откос. Война широкой поступью идет туда, откуда пришла. Учение и реальность. Пока одну ракету показали, другую потеряли. Демилитаризация агрессора продолжается. Европа закрывается. Еще одна страна сообщила об ужесточении визовой политики. Непальский опыт не научил, где еще пытаются ввести цензуру в соцсетях. Товарищ Ким отходит в сторону, кто появился на сцене вместо него. Не только российские беспилотники. Дональд Туск увидел угрозу внутри страны. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Тут начальник поезда. Вот это все люди, которым надо в Белгород, в Курск, в Гомель. По всей территории страны-агрессора не только пылают НПЗ, но и набирает обороты настоящая рельсовая война. В результате взрыва прервано железнодорожное сообщение между Псковом и северной столицей России. На перегоне Строганово-Мшинская под откос пошел локомотив. Сгорели 15 цистерн с горючим. Позже с рельс сошел тепловоз под Гатчиной. В Главном управлении разведки Минобороны Украины намекнули, что это необычное ЧП. Эти железнодорожные ветки являются критически важными логистическими звеньями в снабжении оккупационных войск на Харьковском и Сумском направлениях. В результате разрушения железнодорожной инфраструктуры на этих участках россияне почувствуют значительные осложнения в логистике, что в свою очередь существенно отразится на их способности осуществлять активные действия против украинских сил обороны. Ранее стало известно о другой операции ГУР и сил специальных операций. В результате было прервано ЖД-сообщение по направлению Орел-Курск. В результате поражения объекта ликвидированы 3 росгвардейцев. После демонстрации «Искандеров» в Калининградской области российская армия решила перейти к показу другого оружия. Минобороны РФ заявила о запуске гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» по цели в Баренцевом море. Запуск осуществлялся в рамках совместных учений «Запад-2025» с фрегата Северного флота «Адмирал Головка». В ведомстве заявили, что по данным объективного контроля, полученным в режиме реального времени, цель была уничтожена прямым попаданием. Как сообщал ранее Defense Express, российские оккупанты недавно применяли «Циркон» в Украине. 21 августа этой ракетой ударили по Сумам. Запуск был осуществлен из оккупированного Крыма. Еще в 2019 году новой разработкой особенно хвалился Владимир Путин, подчеркивая, что «Циркон» способен развивать скорость около 9 махов на дальность более 1000 километров и может уничтожать как морские, так и наземные цели. Пока россияне демонстрируют на учениях «Искандеры» и «Цирконы», украинские бойцы уничтожили их другую ракету. Спецназовцы ГУР обнаружили и нанесли удар по зенитно-ракетному комплексу «Бук». Как подчеркивают в Главном управлении разведки, стоимость этого оружия составляет от 40 до 50 миллионов долларов. Ведомство опубликовало видео этой успешной операции. Как отмечается, удар по вражеской цели был нанесен вблизи населенного пункта Александровка на временно оккупированной территории Запорожской области. ГУР ведет интенсивную демилитаризацию российских ПВО, и это уже привело к парадоксальной ситуации. Накануне источники в турецкой оборонке рассказали местным журналистам, что Москва выпрашивает у Анкары свои же комплексы С-400, проданные несколько лет назад. На Берлин исполнить этот популярный среди турбопатриотов лозунг будет сложнее. Вслед за Испанией Германия ужесточает правила выдачи шенгенских и национальных виз россиянам. В немецком посольстве в Москве заявили, что из-за российского вторжения в Украину для Евросоюза возникают повышенные риски безопасности. В связи с этим федеральное правительство ужесточило критерии выдачи виз гражданам России. Российские заявители, которые не имеют веских причин для поездки, должны быть готовы к более длительным и тщательным процедурам рассмотрения заявлений.
В 2024 году Германия выдала россиянам около 17 тысяч шенгенских виз. Это на 90% меньше, чем в 2019 году. Хотя заявки на визы от российских граждан в Москве продолжают приниматься. А вот Генконсульство Испании в российской столице накануне прекратило прием документов без объяснения причин и возможных сроков возобновления. Испания в прошлом году выдала в 7 раз больше виз россиянам, чем Германия. По этому показателю страна уступает только Италии и Франции. Ранее появились сообщения, что правительство ФРГ выступило за ужесточение визового режима для россиян в рамках подготовки 19-го пакета санкций ЕС. Грузия все дальше дрейфует в сторону откровенной диктатуры. Одному из лидеров крупнейшей оппозиционной партии страны «Единство. Национальное движение» Ливану Хабеишвили избрали меру пресечения в виде ареста. Накануне политик анонсировал мирную революцию. Силовики, конечно, задержали оппозиционера не за призывы к протестам, а по обвинению в публичном обещании денежного вознаграждения чиновникам в виде взятки. Это связано с его предложением выплатить награду силовикам, которые откажутся участвовать в разгонах антиправительственных митингов и выполнять другие приказы, а также обнародуют секретные материалы, связанные с их службой. Ранее Ливан Хабеишвили призвал к мирной революции на 4 октября, когда в стране запланированы выборы в органы местного самоуправления. Их оппозиционеры решили бойкотировать. В последние месяцы власти Грузии усилили давление на оппозицию, независимых журналистов и гражданских активистов на фоне длительных антиправительственных протестов из-за отказа властей от курса на евроинтеграцию. Уважаемые подписчики, обращение к вам, ведь именно вы решаете, узнать ли все эти новости еще больше людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта. И продолжаем. В Турции вводят цензуру на соцсети, хотя пока не для всех. В стране окончательно утвержден законопроект, который запрещает использование социальных сетей несовершеннолетним. Согласно документу, провайдеры не могут предоставлять услуги детям младше 16 лет, что фактически делает недоступными для них международные платформы. Официальная цель инициативы – защитить детей от цифровых угроз и вредоносного контента в интернете. Но все это происходит на фоне арестов очередных лидеров оппозиции. Так что настоящие мотивы режима Эрдогана могут быть другими. В Непале недавняя попытка правительства ввести цензуру на соцсети уже для всего населения вызвала настоящую революцию. Премьер-министру пришлось уйти в отставку и бежать из страны вместе с другими членами правительства. Глава нового временного правительства выступила с первой речью в новом качестве. Я здесь не потому, что хотела этого. Голоса на улицах кричали: «Приведите Сушилу к арке». И я была вынуждена взять на себя ответственность. Именно поэтому я работаю за своей командой, и мы здесь не для того, чтобы пробовать власть. Слова, которые звучат необычно в современном мире, все чаще выбирающим авторитаризм. Сушиле Карке всего 73 года, как Путину и Си Цзиньпину, и гораздо меньше, чем Трампу, но по этому поводу она тоже высказалась совсем неожиданно. Мой возраст тоже не позволяет этого. Нас попросили присоединиться и взять на себя ответственность. Мы здесь, чтобы служить стране. И мы пробудем здесь всего 6 месяцев, не больше. Выполнив все задачи и обязанности, мы будем свободны и передадим ее новым министрам и парламенту. Мы дали это обещание. И тут просится сакраментальный вопрос: а что, так можно было? Главное управление разведки Украины устроило на территории страны-агрессора пламенный уикенд. Кроме ряда диверсий на железной дороге и ликвидации дорогостоящего комплекса БУК, ГУР нанес удар по важному объекту химического производства в городе Губаха Пермского края. Это в 1600 километрах от Украины. Речь идет о предприятии Metafrax Chemicals. Этот завод является критически важным для российского ВПК и вторым по величине в России производителем химической продукции органического синтеза. В ГУР утверждают, что повреждено оборудование для производства карбамида. Он, а также уротропин, метанол и пентрит – это основные составляющие для изготовления взрывчатых веществ.
Северная Корея опять угрожает Южной, но на этот раз дорогой товарищ Ким Чен Ын отошел в сторонку и уступил слово своей сестре Ким Е Джон, занимающая пост заместителя директора департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи, пригрозила плохими последствиями своим соседям за участие в совместных военных учениях с США и Японией. Безумная демонстрация силы, проявленная США, Японией и Южной Кореей в неподходящих местах, а именно вокруг Корейской Народно-Демократической Республики, несомненно приведет к негативным последствиям для них. Недавно в западной прессе появилась версия о том, что Ким Чен Ын из-за слабого здоровья готовит себе в преемнике женщину. Речь, правда, шла о дочери вождя, но ей всего 12 лет. Похоже, у династии Кимов есть и более взрослая кандидатка в диктаторы. Министр обороны Румынии объяснил, почему F-16 не сбили российский дрон, залетевший в воздушное пространство страны накануне. Дрон летел очень низко. В какой-то момент он покинул наше воздушное пространство и вернулся в Украину. Ранее тревога из-за дронов была объявлена и в Польше. В небо поднимались истребители, но позже оказалось, что сигнал был ложным и радары отреагировали на погодные условия. Тем временем Польше угрожают не только дроны, а и пророссийские настроения. Об этом написал премьер-министр страны Дональд Туск в соцсети X. Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине, подогреваемая Кремлем и подпитываемая искренними страхами и эмоциями. Задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению. Это испытание патриотизма и зрелости всего польского политического класса. После прилета 2 десятков российских дронов на территорию Польши в соцсетях появились десятки тысяч комментариев, утверждающих, что беспилотники были на самом деле украинскими. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.